Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Павел Платонов. Приветствую всех из Иерусалима. И поздравляю с наступившим великим 12-м праздником Вознесения Господня. Незаметно прошли 40 дней с того момента, когда мы праздновали Пасху. И вот уже Вознесение. Мои личные обстоятельства сложились таким образом, что рано утром праздника Вознесения я оказался не на Илионской горе. Так получилось, что я отправился в историческое русское православное место совсем рядом с храмом Гроба Господня. Александровское подворье Императорского православного палестинского общества, где в церкви благоверного князя Александра Невского была отслужена праздничная литургия. По пути на литургию у меня был еще один большой праздник. Ведь буквально на днях открылась величайшая святыня для всех христиан мира – храм Гроба Господня в Иерусалиме. И шел к храму в какой-то теперь новой реальности. Было очень непривычно видеть пустые улицы старого города. Прохожих практически не было, кроме немногочисленных верующих, спешащих на службу. Удивительно также было слышать многоголосное пение птиц, которых здесь оказывается очень много. За более чем 20 лет, которые я живу в Иерусалиме, это было впервые. Мне это только еще добавило праздничного настроения. Такая дивная гармония природы, истории и уникальной архитектуры. И вот, наконец, я вышел на площадь храма Гроба Господня. Аж дух захватило от неба потрясающей красоты в праздник Вознесения и удивительной необычной тишины и покоя. Было очень трепетно вновь посетить место, где каждый уголок его хранит память об Иисусе Христе. Пустой храм, в уголках которого никого нет. Только мелодия органа обозначала католическую церковную службу с духовенством и многочисленными прихожанами. Я снова в огромном храме, который привык видеть полным людей, паломников, туристов, местных жителей. Но сейчас почти совсем один, наедине со святынями. Загадочное и мистическое ощущение. Это непередаваемо. На Голгофе мне удалось застать одного верующего, который стоял на коленях и в молитве плакал, и благодарил Господа за то, что снова открыты все святыни. Как будто слетела какая-то пелена, и вознесшийся Христос показал нам с небес, что Он всегда с нами. Даже на Пасху храм Гроба Господня оказался закрытым для верующих, а к Вознесению Господню его двери вновь открылись. И я действительно воспринял это событие как великую радость, чудо, если хотите, и милость Божию. В это же время блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил III возглавил торжества праздника прямо на стопочке, месте Вознесения Господня на вершине Илионской горы. Там еще со времен раннего христианства существовала церковь под названием Имвамон, что в переводе с греческого означает «на горе». Храм этот был построен во второй половине IV столетия благочестивой римской аристократкой Пименией. Храм не имел крыши, потому что в этом месте вознесся на небеса сам Иисус Христос. В память своего вознесения Господь оставил здесь след своих пречистых стоп. Это главная святыня. Камень с отпечатком стоп Спасителя почитался с ранних времен. Этому есть свидетельство паломника Аркульфа, который посетил Иерусалим в VII веке нашей эры. Он рассказывает о том, что ясно и отчетливо видно следы двух ног Господних. Древний русский паломник игумен Даниил побывал здесь в XII веке. Он также видел камень со стопами Спасителя внутри часовни без верха. Часовню он называет теремком круглым.
До сих пор здесь сохранились основания колонн древнего византийского храма. В наше время отчетливо видно отпечаток одной стопы Спасителя. Паломники с давних времен называют этот камень ласково «стопочка». Мы были у стопочки, пойдем на стопочку. Сейчас право владения этой святыней принадлежит мусульманской семье. Рядом часовня Вознесения построена мечеть. Доступ христианам сюда, конечно же, есть, но за небольшую плату. В праздник плата не взимается. С 15 века христианские общины имеют право служить на праздник Вознесения во дворе часовни. Католики имеют право устанавливать свой престол прямо внутри часовни Вознесения. Подробный репортаж о илионских святынях вас ждет еще впереди. А я, как и говорил, в праздник Вознесения Господня оказался в старом городе Иерусалима, совсем рядом с церковью Гроба Господня, в известном месте русского православного присутствия в Святой Земле, Александровском подворье Императорского православного палестинского общества. Это удивительное и полное благодати место памяти государя-императора Александра III. Меня пригласил участвовать в литургии и попеть на клиросе священник Русской Православной Церкви за границей иерей Роман Гультяев. Русские раскопки в старом городе Иерусалима известны со второй половины XIX века. Здесь поначалу хотели строить консульство, но из-за обнаруженных древностей археологических находок работы были приостановлены и начались действительно интенсивные археологические изыскания. Особый импульс развития это место получило с момента создания в Российской империи православного палестинского общества. С 1882 года общество под председательством великого князя Сергия Александровича приложило особые усилия для развития этого места. Были задействованы лучшие люди своего времени и эпохи. Среди известных имен преподобно-мученица великая княгиня Елизавета Федоровна, государь-император Александр III, великий князь Сергий Александрович, Василий Николаевич Хитрово, Дмитрий Дмитриевич Смышляев, генерал Степанов и другие. На подворье была впоследствии обустроена церковь святого благоверного князя Александра Невского, в честь небесного покровителя государя-императора Александра III. Здесь знаменитый подвижник благочестия русской Палестины архимандрит Антонин Капустин открыл величайшую святыню – порог судных врат. Это основание ворот, через которые прошел сам Иисус Христос в свой последний земной путь на Голгофу. Весь смысл постройки заключался в том, чтобы сохранить эту и другие обнаруженные святыни строительством здания, подворья и церкви. Это был необыкновенный праздник. Люди устали от текущей ситуации. Многие прибыли с разных уголков Святой Земли, чтобы восславить вознесшегося Спасителя. Воистину праздник веры. По сложившейся традиции в литургии приняли участие все. И заботливые сестры, следящие за порядком на подворье, и взрослые, и дети, и любительский клирос, который сложился в Святом Граде Иерусалиме. Праздничную литургию Вознесения на Александровском подворье возглавил священник Русской Православной Церкви за границей иерей Роман Гультяев. По окончанию богослужения отец Роман обратился с напутственным словом к верующим. На 40-й день вознесся на небеса с горы Илионской, то он вознесся во славе Божьей. Так куда же пошел Господь? Куда же он пошел? Он пошел туда, откуда он пришел. Он пошел на небеса. Там, где он был вечным, там, где он был всегда. Но был он там до своего воплощения в плоти, до того, как он стал человеком.
Он там был своей божественной природой, пребывал в небесах. Вечно, еще до сотворения мира. Подводя итог, хочется отметить, что праздник Вознесения в Иерусалиме принес нам в это непростое время огромную радость. Радость открытия храмов и монастырей в Святой Земле. И, конечно же, приумноженную радость пасхальную и вознесенскую, которой и я делюсь с вами. С вами был Павел Платонов. Поздравляю всех с праздником. Низкий поклон из Иерусалима. Подписывайтесь на наши каналы «Россия в красках», «Путешествие с Павлом Платоновым». Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на новые видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Будьте здоровы, всего доброго и до новых встреч.